Хера сколько машин, да? Так, пойдем. Надо вон целыми семьями тусуются. Кто еще не подписан на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Приятного просмотра. Будто мы актеры, да? Короче, приехали на озеро, народу тут тьма просто. Прикинь, уйти туда, в самую даль. Короче, посреди озера сесть и орать постоянно. Рыба года! О, нифига там клюет и к нам. Ага. К вечеру придем, да? Нашли место, где будем ловить, и пробурили там 3 лунки, 2 подудочки и 1 лунку специально для камеры. Камеру опускаем так, чтобы угол ее обзора захватывал обе лунки. Просидели, короче, минут 20. Ни одной поклевки вообще. И глубина нам показалась слишком маленькой, решили переехать на другое место. Может, ближе к другим рыбакам, у которых там клюет. Пробурили еще 3 лунки в другом месте. Глубину померили, оказалось сантиметров на 15 больше, чем на предыдущем месте. Закинули кормушку с прикормкой. Прикормка — это у нас мормыш. Такое ракообразное, рачки такие, бокоплав еще называют. Видим, как они расплываются в разные стороны. И мы в надежде, что они приманят к нам рыбу. Опустили на дно кормушку с мормышем. Сверху засыпали в обе лунки. В итоге первый окунь приплыл спустя лишь 13 минут. Вот он, один приплыл. Вроде и глубина уже больше. Где вся рыба, непонятно. Мормыша много, рыбы нету. Где она вся? Хоть рыбаки постоянно говорят, то 10 килограмм, то 15 килограмм ловят на этом озере.
просидели на втором месте на нашем. Минут 30-40. Словили 3 штучек маленьких. Если яму не найдешь с рыбой, все, можно сидеть, ничего не словишь. В редакторе пришлось поиграть немножко с балансом белого в видео, потому что, для глаз совсем неприятно то, что было, как камера сняла. Больше было похоже на поверхность Венеры какой-то или Марса, не знаю. Вот такого вот плана был оригинал. Прям, бьет жестко по глазам. Пришлось все перенастроить, чтобы более-менее было приятно смотреть. Вода, конечно, в озере мутная. Думали, будет лучше, конечно, видно, но мутная. В итоге пробурили лунки. На таком расстоянии, что ни блесну, ни мормышку с такого расстояния нельзя рассмотреть. Слишком далеко, надо впритык прям сантиметров 15 может где-то делать лунку. От той лунки, где камера. Потому что мы сделали сантиметров по 60, по 70, и в итоге ничего не видно. Где там наши мормышки, где наши блесна? Посидели на этом месте, решили все-таки сменить свою дислокацию, решили поменять. Пошли ближе к тем рыбакам, которые там уже до нас сидели. Рядом с ними решили сесть. Третья попытка найти рыбу. Пробурили еще 3 лунки. Знали бы, что вода такая мутная, пробурили бы, конечно, ближе друг к другу. Но, увы, на камере, на маленьком экране не было понятно. И на 3-м месте сразу мы видим, что буквально сразу в первые секунды уже рыба приплывает. Тут уже, конечно, глубина больше. По сравнению с первым местом, где мы ловили. Тут где-то сантиметров на 30 глубже. Может быть, на 25. И сразу видно, что рыбы гораздо больше. И она активнее. Прям парами, стайками прям плавают окуни. Данное озеро находится на равнине, поэтому глубина тут 1,5 метра, может чуть больше, по всему озеру. Мы еще думали, почему тут вода такая мутная. Как бы ни водорослей, ни листьев рядом, никаких деревьев лиственных, ничего нету. Почему она такая мутная? Оказывается, это придурки эти полосатые носятся там и баламутят ее. Хвостами своими муть наводят.
И оседает она потом минут 15-20. Непонятно, конечно, чем окунь тут питается в этом озере. Никакой рыбы другой мы больше так и не наблюдали, только окунь. Все, один вид. Никаких ни жучков, ни рачков, больше никого нету. Ну, кроме, конечно, наших мормышей и мотылей. Летом карася еще тут ловят, но мимо нашей камеры ни один не проплывал. Я лично карася тут не ловил никогда. Мы вначале думали, что рыба будет бояться как-то, сторониться камеры. Но нет. Они прям притык, вплотную подплывают, зачастую прям к камере. Знали бы это заранее, могли бы лунки поближе пробурить друг к другу, чтобы прям перед камерой можно было бы мормышку видеть. Тогда бы и поклевки бы хорошо все заснялись бы. Но, как говорится, все приходит с опытом. Видно, что рыба активная, придерживается не только дна, но и выше поднимается. Практически во всех слоях вот плавает. Была еще идея фонарик соорудить подводный, закрепить его на камере, чтобы он освещал перед камерой. Но побоялись, что рыба будет пугаться, не будет подплывать, не будет клевать. Но думаю, с окунем это не пройдет. Окуню, наверное, все равно будет. И было бы лучше видно, конечно, с фонариком-то. Окуни, конечно, красавчики прям. Одна из самых красивых речных рыб. Вот эти плавники его, полосочки прям. Красавец. Самый распространенный хищник среди рыб в наших водоемах пресных. Ареал обитания окуня охватывает практически весь континент. Большую часть Европы, даже за полярным кругом он обитает. И в Азии обитает. Даже его завезли и в Австралию, и в Африку. Порой, кажется, они прям специально к камере целенаправленно подплывают, чтобы посмотреть прям с интересом, что же это такое новенькое у них на дне там. Разглядывают, плавают вокруг нее. Любопытная рыба.
Да, все-таки, конечно, непонятно, что они там едят. Неужели они всю зиму питаются только тем кормом, который приносят рыбаки с собой? Не знаю, как вам такая версия. В общем, если есть какие-то у вас другие версии, чем питается вот конкретно окунь, пишите в комментариях, может что-то, догадки у вас какие-то есть по этому поводу. Или знаете, может, наверняка, чтобы... Ну, самого большого окуня, которого тут ловили на этом озере, грамм 300, 350, может, где-то такой. Наверное, просто не дают ему вырасти больше. Рыбаков просто много очень. И прям постоянно всегда ловят его. Кто-то из него уху делает, кто-то его сушит, солит. Ну а крупного, в принципе, можно и пожарить. Шли пока мимо рыбаков, увидели у одного на льду возле лунки лежат, словил. Блин, ну с мизинец, наверное, размером. Вообще, мелкий-мелкий, зачем его брать? Там, есть в нем нечего вообще. Мясо там может на грамм. Браконьеры, блин. Ух, какой красавец. Здоровый. Я так думаю, что другой рыбы в этом озере нет, так как окунь всю молоть подчистую прям, наверное, сжирает и все. Не дает никакой другой рыбе вырасти. Всего здесь в этом озере очень много. Один окунь. Другие рыбаки говорили, что карася ловили, но я не видел, поэтому утверждать это не могу. В общей сложности заснято было больше 2 часов материала именно вот подводной съемки. Более 2 часов. Многие, конечно, минуты прям пустые. Ни единой рыбки, ничего. Тишина. На первом месте так вообще никакого движения. На втором наш мормыш, и потом вот это на 13-й минуте первый окунь только появился. И на третьем месте окуня, конечно, много. Но много таких моментов, где они то дерутся, то еще что-то. И хвостами своими прям поднимают всю вот эту муть со дна. И ничего не видно. То есть минут 15-20 она пока сядет, и потом уже более-менее кадр нормальный.
Да, жалко, конечно, что далеко лунки друг от друга сделали. Не видно, как мы ловим, как достаем, как вот поднимается рыба вверх. Ни мормышек, ни блесны не видно. Жалко, конечно. Вот такие вот мелочи. Клюют мелкие только. Крупного так и не словили ни одного. О, еще один. Сбаламутил. Все, не видно ничего. Таких мелких сразу выпускали. Дерутся что-то там. Не поделили, видать, что-то. У рыбы тоже какие-то разногласия между собой есть. Не только у людей. В итоге словили мы, штук 10, может, где-то рыбешек. Как бы клевало не очень хорошо. Да и место пока нашли уже, а приехали после обеда. Мы так приехали не ради улова, а хотели заснять именно вот процесс подводной рыбалки. И, собственно, закрыть как бы зимний сезон 2019 года. Все потеплело, лед уже тает, и времени уже на рыбалку практически не остается. Так что это, можно сказать, финальная рыбалка была зимняя. Именно вот этой зимы. Хоть и зимняя, но весной. Теперь ждем, когда сойдет лед, и тогда уже откроем, будем открывать летний сезон рыбалки. Да, окуни, конечно, красавчики. Прям красивая рыба. Остальные все рыбы как бы в наших водоемах похожи друг на друга, там буквально чуть-чуть цветом отличаются или там формой тела. А вот на окуня никто не похож. Ёрш, так, немножечко и все, так. Судак еще похож. Но они не во всех водоемах обитают, а окуни практически во всех, кроме соленых. В нашей стране отряд окунеобразных представлен 3 родами. Это род окуней, потом за ним идет род судаков и род ершей. Дерутся опять что-то. Драчуны. Скаламутили опять воду. В общем, просидели мы более 4 часов. Решили, в общем, сматывать, как говорится, удочки. Короче, порыбачили, наловили, выпустили все. Штук 10 там словили, наверное, и все. Не клюет. Другие рыбаки тоже говорят, ничего не клюет.
То ли переловили всю, то ли хрен знает чем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.